Сегодня мы разберем 348 главу манги Черного Клевера, где наконец-то продемонстрировали Зетен Асты. Да, этот момент все-таки настал, а его противниками стали не абы кто, а паладины. После новогоднего перерыва глава получилась прям реально зачетная, так что присаживайтесь, будет интересно. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик, а вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. Итак, на связи 348 глава манги Черного Клевера, переводил я ее сам, и так как я не профессионал, а любитель, могут быть ошибки. Прочесть вы ее сможете по ссылке в описании, как только я закончу ее обработку. Глава сразу же начинается с вторжения Асты на поле боя. Судя по всему, его тренировка подошла к концу, и теперь настало время лицезреть ее результаты. Точно так же, как и Нахта, Астерикс благополучно успевает спасти своего учителя, а именно Ичику. Но это привело в замешательство не только сестру Ями, но и паладина. Лили не могла поверить собственным глазам. Она абсолютно не ожидала увидеть здесь того, кто должен был умереть. А значит, либо она действительно телепортировала его в рандомную точку, дабы там он умер от потери крови из-за полученных увечий, чего я придерживаюсь, либо же Асте кто-то помог. Может быть, это была сама сестра, но в ту же очередь она даже не знала о существовании страны Солнца. Да и не думаю, что Лили смогла как-то выбраться из влияния магии души. Короче, видимо, задумка антагониста была и вправду оставить своего полумертвого противника на произвол судьбы, даже не удосужившись в том, что с ним все действительно кончено. Об этом я говорил, по-моему, в 336 главе, и там я прям действительно высказался, как сильно меня это взбесило. Ведь вы только представьте, основной антагонист манги, который чуть ли не подстрекал каждое событие в сюжете, сидел все это время в королевстве Клевер, создал такой безупречный план с переделкой человечества, а в итоге он даже не проследил за тем, как прекратить свое существование его главная проблема. Это прям печально. Ну да ладно, зато теперь стало интересным наблюдать реакцию Лили, которая из слов своего господина Люциуса была уверена в смерти Асты. А тут он как-то внезапно оказался перед ней, живенький, здоровенький, ведь вы представьте, что творится сейчас у нее в голове. Как это так? Люциус уже говорил, что с проблемой покончено. Это что ж получается, он врал? Или же господин, который открыл ей истину и стремится создать идеальный мир, ошибся? Мне прям аж интересно будет увидеть ее реакцию в подробностях, ибо, как мне кажется, подобное потрясение может способствовать началу разрушению влияния магии души, если это вообще возможно. Но перед тем, как мы продолжим, предлагаю посмотреть небольшую минутку спонсора. Предлагаю вам посетить канал Мерукен, где вы найдете увлекательные реакции на аниме Наруто, Блич, Клинок Рассекающий Демонов и даже Черный Клевер. Это только малость из перечисленного. Согласитесь, бывает хочется посмотреть реакции на серии из любимых аниме, где человек будет делиться своими эмоциями и мнением. Все это вы как раз найдете именно тут. Ролики выходят регулярно, так что скучать не придется. Приходите к Мерукину и пишите, что вы от Зика, дабы сделать приятно автору. Находясь в гуще событий, Аста обратил свое внимание на человека, который довел сестру Ями до такого состояния. Либи же все рассказал и объяснил ему, что это был не человек, а иллюзия, созданная вражеской магией. И что более удивительно, Либи как-то понял, что это был родственник Ичики. Хотя я бы по виду не сказал, что тут можно определить, были они родственниками или нет. А вот если сравнивать главу клана и Ями, то тут еще можно найти сходство. Так что дьявол проявил достаточно интересную способность, ведь по мане здесь определить было невозможно, так как у Ичики и у иллюзии были совершенно разная мана. Кстати, достаточно приятно, что Либе уделили хоть немного времени за столько глав. Слова партнера позволило Асте окончательно сложить карту событий, ведь он понимал, что в бою 1 на 1 без каких-либо уловок противника Ичика ни за что бы не была сломлена, так что его внимание переключилось на виновника сей ситуации,
паладина Юрула. Этот тип даже не скрывал своей причастности, наоборот, ему даже было весело обговаривать то, как он издевался над человеком, что теперь она психически не может управлять своей силой. А ведь все, по его словам, заключается в слабых человеческих сердцах, которые просто не способны столкнуться со своим сильнейшим страхом. Юрулу было даже немного обидно, что одна из сильнейших в этой стране вот так быстро сломалась, считая это жалким зрелищем. Паладин утверждал, что каким бы ни был человек, он все равно будет бояться чего-то. И Аста был не исключением. После чего облик призрачного зверя начал меняться, собираясь воплотить истинный страх главного героя. И я прям аж был в предвкушении, кто же или что будет страхом Асты. Но как оказалось, призрачный зверь принял облик самого же Астера. Это, конечно, удивило Юрула, вот только он все еще был уверен, что его жертва не сможет справиться со своим страхом. И когда с ним будет покончено, Люциус возьмется и за него тоже. Скорее всего, он тут намекал на то, что его превратят в паладина, но он, видимо, не знает, что именно из-за силы этого паренька антагонист и не может добраться до его души с помощью магии. Поэтому Астерикса и пытались убить в первый раз, так как он являлся главной помехой в их плане. Сама же иллюзия пыталась нанести больше психический вред, говоря, что Асте никогда не стать королем магов. У него нет такого таланта, как у Юна. Но не дав ей должным образом разгуляться, Аста тут же одним ударом рассекает вражескую магию. Понемногу мы уже начинаем лицезреть плоды последней тренировки. Наконец-то, приняв себя, ГГ осознал того, чего раньше не замечал, и то, что было главной причиной его нерешительности. Страхом Асты была его же слабость, которая не давала ему полностью сосредоточиться на тренировке. Но теперь все это уже было позади, ведь Астеру удалось побороть свое слабое я, а значит, врагу не удастся повлиять на противника с помощью страха. Благодаря тренировке с сильнейшим драконьим мастером, который был больше как психолог для него в этом случае, Аста смог наконец-то найти то, чему его так долго не хватало. Ответом на его колебания стала реальность. По словам главного героя, у него нету никакого таланта, хотя я тут бы поспорил. И именно поэтому, как ему казалось, он и должен быть сильным, накапливать опыт, упорно тренироваться даже больше, чем остальные, исходя из их таланта. Аста не мог позволить себе колебаться, и времени, чтобы бояться, у него не было. Нужно было взять себя в руки и упорно трудиться, как это было раньше. Победить, спасти и защитить близких людей. И даже если он проиграл Люциусу, что сильно тогда ударило по его психологическому состоянию, то теперь он принял решение стать сильнее его, чтобы во второй раз не проиграть противнику. Это был тот король магов, к которому стремится главный герой. Он хочет стать сильнейшим. Столь крепкая решимость шокировала Юрула. Его раздражало, что этот человек так просто расправился с его призрачным заклинанием. В нем просыпались инстинкты зверя, которые взывали к сражению с сильным противником. После чего, активировав заклинание звериной магии «Священная охота», Юрул начал серию очень быстрых и хаотичных движений, исходом которых станет атака с неизвестного направления, которая сразу же покончит с врагом. Паладин был уверен, что человеку не справиться со священными рыцарями, и считал, что победа была у него в кармане. Однако Аста, не идя на поводу оппонента, концентрируясь на ки противника, вычисляет его местоположение и, используя технику ZN, наносит мгновенный сокрушительный удар. Это было нечто. Прием поразил Ичику. После техники Асты ее руку противника, а то бишь мана, изменилась. Она не понимала, как такое вообще возможно. После чего Мушуга объяснил нам, как именно работает ZN антимагического паренька. Его сила заключается в концентрации и поиске подходящего момента для контратаки. Нужно было подобрать миг, когда мана противника будет приведена в действие, как это было показано на примере Юрула. Затем, получив этот момент, Астер контратакует врага антимагическим ZN, который вмиг высвобождает огромное количество антимагии и полностью лишает противника его магии. С паладином произошло то же самое, что и с бамбуком, напитанным маной. Она просто была съедена антимагией. Таким образом, Аста достиг сильнейшей контратаки, которая вмиг способна перевернуть исход боя. И теперь он был нацелен сразиться с Лили, дабы спасти ее от влияния Люциуса. Но теперь паладин выглядела почему-то не такой самодовольной, как обычно. Странно, почему это? Зерно сомнения уже было посажено в начале главы. А теперь, когда ходячий труп победил одного из паладинов,
мгновенно ситуация набирает совершенно других оборотов. Мне уже прям не терпится увидеть поединок Лили и Астера. Такое зрелище точно нельзя пропускать. Что же, глава вышла прям мое почтение. Столько пафосных фреймов, озадаченная Лили и демонстрация ЗТ на Асты. Честно говоря, я ожидал от него немного большего, но потом я вспомнил, что ZN это моментальное высвобождение маны, которое усиливается благодаря Ки. Хотелось бы еще сказать пару слов про победу над Юрулом. Как мы видим, атака Асты имела лишь не физическое влияние, поглотив силу паладина. Тут-то и заключается загвоздка. Аста полностью стер возможность Юрула превращаться в паладина, или это временный эффект? Как мне кажется, состояние священного рыцаря очень похоже на единение с дьяволом, только теперь Люциус очистил их силу. А значит, Аста мог оказать временный эффект, хотя в манге говорится, что мана противника полностью поменялась. Но то же самое можно сказать и про одержимых, которые переходят из режима единения в человеческий облик. Так что хотелось бы услышать ваши мысли на этот счет. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью, а также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходит уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.